Фабрицио Романо о будущем Осимхена. Заход Реала по Мбаппе. Очередной судейский скандал в английской премьер-лиге. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Итальянский журналист Фабрицио Романо выкатил инсайт касательно ситуации с контрактом нападающего Наполи Виктора Осимхена. Напомню, что ранее президент клуба Аурелио де Лаурентис заявил, что нигериец близок к подписанию нового контракта. Аурелио де Лаурентис казался очень уверенным, когда говорил, что Осимхен близок к продлению контракта. Со своей стороны, я не могу подтвердить эту информацию. Ситуация остается открытой. Трансфер в январе? Для этого потребуется сумасшедшее предложение, сказал Романо в эфире своего подкаста. Действующее соглашение Осимхена с Наполи истекает летом 2025 года. Тренерский штаб сборной Германии видит голкипера мюнхенской Баварии Мануэля Нойера в качестве основного стража ворот на домашнем чемпионате Европы, вместо вратаря Барселоны Марка Андре тер Штегена. Об этом сообщает Bild. По информации источника, несмотря на долгое восстановление Нойера от тяжелой травмы, тренерский штаб Юлиана Нагельсмана по-прежнему рассматривает голкипера в качестве первого номера в сборной. Руководство и тренерский штаб Ювентуса заинтересованы в подписании сразу двух футболистов Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Коррера делла Спорт. По информации источника, старая сеньора предпримет попытки приобрести полузащитника Донни ван де Бека, который недоволен количеством игрового времени в составе Красных Дьяволов, а также Джейдона Санчо, находящегося в конфликте с главным тренером английского клуба Эриком тен Хагом. Подчеркивается, что изначально Ювентус рассчитывал подписать только Санчо. Однако, в связи с отстранением от футбола на несколько месяцев хавбека Никола Фаджолли из-за игр на ставках, клубом было принято решение проработать возможность с трансфером Ван де Бека. Как сообщает журналист Матео Моретто в соцсетях, мадридский Реал предпримет еще одну попытку приобретения форварда. Сливочные сделают серьезное и заключительное предложение по Мбаппе в 2024 году. Ранее появились слухи о том, что Реал в летнее трансферное окно вновь попытается подписать Мбаппе и уже ведет переговоры с игроком, а позже Реал опроверг эти слухи. В СМИ также сообщалось, что Реал окончательно отказался от идеи подписания Мбаппе. В ближайшее время Арсенал может объявить о продлении трудового соглашения с защитником Такихиро Томиясу до 2028 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в Твиттере. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2025. Японский защитник перешел в Арсенал из Болоньи в 2021. На данный момент его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. Федерико Вальверде отказался уходить из Реала прошлым летом. Как пишет Марка, прошлым летом Вальверде получил очень крупное предложение от клуба из Саудовской Аравии. Кроме того, до этого с ним связывалась Бавария. Однако Федерико даже не рассматривал вариант с уходом из Реала. Он мечтает стать капитаном команды. Карло Анчелотти и другие сотрудники Реала считают Вальверде прирожденным лидером клуба. За полузащитника, за которого Реал заплатил 5 миллионов евро, неназванный саудовский клуб был готов потратить около 100 миллионов евро. Параллельно руководство Мадрида вело переговоры с Вальверде о новом контракте. В ноябре о подписании нового соглашения объявили. Его срок рассчитан до 2029. Вчера прошел матч 14-го тура АПЛ, в котором встречались Манчестер Сити и Тоттенхэм.
Команды играли на стадионе Этихад в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступал Саймон Хупер, который позднее внесет свою лепту в результат. В самом начале игры, на 8-й минуте, Сон Хэн Мин открыл счет в матче, выведя Тоттенхэм вперед. Уже на следующей, 9-й минуте, Сон забил еще один гол, только на этот раз в свои ворота, сравняв счет. Вскоре, на 31-й минуте, Фил Фоден вывел Манчестер Сити вперед. Во втором тайме, на 69-й минуте, Джованна Ло Чельсо вновь сделал счет равным. Под конец встречи на 81-й Джек Грилиш с подачи Холланда вновь вывел горожан вперед. А на 90-й минуте Деян Кулушевский снова сравнял, вырвав ничью для Тоттенхэма со счетом 3-3. Однако в конце матча на 94-й минуте горожане пошли в новую атаку, в ходе которой Эмерсон сфалил на Холланде. Эрлинг быстро вскочил на ноги, и судья Саймон Хупер показал, что можно играть дальше. Форвард сделал отличный пас на Грилиша, выведя его 1 на 1 с Викарио. Но, когда Джек был в считанных метрах от штрафной, арбитр дал свисток. Игроки Сити тут же бросились к Хуперу, чтобы высказать свое негодование. В итоге судья наградил Эмерсона желтой карточкой и скомандовал продолжить матч. В оставшиеся минуты счет не изменился, и команды унесли с поля по 1 очку. Эрлинг сразу же отправился в соцсети, чтобы выразить свое недовольство, выложив в Твиттере пост с подписью «Какого хрена?». Пеп, разговаривая с журналистами после матча, был очень расстроен, но сдержан. Судья решает дать свисток после того, как он уже сказал играть дальше. После паса раздается свисток. Поэтому я не понимаю этого действия. Это была хорошая игра. Как и в игре с Ливерпулем, у меня было ощущение, что сегодня мы показали невероятную игру во всех аспектах. Против действительно хорошей команды и тренера, и против того, как они играют. Мы создали много шансов, мы были агрессивны, невероятно сконцентрированы, и такое ощущение, что мы все еще хотим быть там, наверху таблицы. Жаль, иногда футбол похож на жизнь. Ты не получаешь того, что заслуживаешь. Приводят слова Гвардиолы Sky Sports.